Земледелие является важной частью игрового геймплея и экономики деревни. На полях и фруктовых садах выращиваются продукты для питания жителей, ресурсы для производства одежды, корма, инструментов и лечебных зелий. Первое, что необходимо знать, поля – это единственный объект в игре, который привязан по сетке. Вы не сможете повернуть его или втиснуть в удобном для вас ракурсе, только в том направлении, которое по умолчанию установил разработчик. Это может быть неудобно, если вы уже установили какие-то здания и теперь хотите близко к ним расположить поля. Но может быть очень полезным, если ваш внутренний перфекционист желает улочек по линеечке и прочей красоты. Просто размещаете временное поле нужной вам длины. Для удобства режим молотка переводите в разрушение и, ориентируясь по полю, размещаете макеты необходимого количества нужных вам зданий. После чего поле можно спокойно удалить. Второе, что нужно знать, что земледелец – это единственный работник, производительность которого зависит от анимации рабочего процесса. Ваш кузнец может бить молотком по пустой наковальне и при этом производить каменные ножи. Ваш охотник может подметать пол в домике, а мясо и кожа появятся на складах. И даже если они вообще не дойдут до рабочего места за весь день, их продукция волшебным образом появится на складе. А вот если ваш земледелец утром зацепится подштанниками за калитку или заблудится в лесу и не сможет дойти до поля, весь рабочий процесс остановится, и Росимиру придется всю ночь работать самому. Из этого вывод. Размещайте фермерские сарайчики максимально близко к полям, а дома, в которых живут земледельцы, не стоит строить на другом конце карты. Третье, что нужно учитывать, это то, что на одном поле может работать максимум 3-4 земледельца, но каждый из них может выполнять только одну задачу. Один будет убирать урожай, второй разбрасывать удобрения, третий вспахивать, четвертый начнет засеивать семенами, если сезон подходящий для культуры, которая назначена для посадки. Если у вас большое поле 16 на 16, то на уборку такого поля уйдет 2 или 3 дня сезона, и назначение дополнительных работников не ускорят процесс уборки и вообще никак не помогут. Из этого вытекает следующее. Не нужно размещать слишком большие поля. Лучше на этой площади разместить 2-3 поля поменьше, их будет обрабатывать большее число работников, и они справятся на порядок быстрее с той же площадью. Для своей деревни эмпирическим путем я пришла к заключению, что для меня наиболее удобными являются поля размером 80 клеток, 16 на 5. Такие поля земледельцы успевают обработать за один рабочий день. Такие поля хорошо вписываются в архитектуру постройками. Ну, в частности, вот они равны амбару, и можно амбар вполне неплохо в комплекс, так скажем, вплести. Для удобства ориентирования можно каждому полю дать имя. Выбираем управление, выбираем вкладку «Поля», выбираем необходимое поле, и вот здесь у нас есть подсказки. Нажимаем произвольное имя. Во всплывающей вкладке вписываем необходимое название. Это может быть культура, это может быть географически, где ваше поле расположено, как вам удобно. После чего нажимаем Enter. И в дальнейшем, когда мы подойдем к полю, мы увидим не только
что на нем растет, ну и как оно называется. Будет проще сориентироваться. Ну, вот видите, поле называется овес. Ну и засеяно оно сейчас овсом. Спахивать целину, удобрять и перепахивать удобренное земледельцы будут автоматически. А для того, чтобы они засеяли на поле культуру, вы должны или ранее засеять эту культуру вручную, или дать им назначение во вкладке управления. Земледельцы будут засевать поле этой культурой, если для посева сейчас подходящий сезон. Посмотреть, какие семена могут быть высажены в этом сезоне, можно в круговом меню, взяв мешочек для посева в руки. Зерно пшеницы, весна-осень. Эти семена сейчас не сажают, попробуйте в другом сезоне. Весна, лето. Вот сейчас можно, например, посадить семена капусты. Чтобы сделать назначение к посадке земледельцам, заходим во вкладку управления, поля, выбираем необходимое поле, подробнее, нажимаем кнопочку D и из всплывающего окна справа выбираем необходимую нам культуру. Нажимаем F и заполняем произвольное количество поля нужными нам культурами. После чего нажимаем «Вернуться» вручную либо мышкой и во всплывающем окне нажимаем «Принять». Все, назначение сделано, и первый свободный земледелец пойдет исполнять наше назначение. Важно! Если на момент назначения посевов на вашем поле уже растет другая недозревшая культура, либо поле уже засеяно чем-то другим, земледельцы безжалостно все перепашут, даже если сезон для посева неподходящий. Если вы используете поле для разных культур в зависимости от сезона, рекомендую менять назначение утром первого дня нового сезона. Если в процессе прокачки вы вкладывали очки навыков в умение опытный садовник и опытный фермер, то, собирая ручную, Разимир соберет на 30% больше фруктов, а с полей в 2 раза больше урожая, чем это сделают ваши полеводы. Если для вас стратегически важно собрать большой урожай с ваших полей, не ленитесь рано утром взять косу и корзинку и самостоятельно выкосить и собрать все, пока ваши работнички греют бока у деревенского костра. Как видите, рабочий день подошел к концу, и мои 8 земледельцев успели собрать урожай с фруктовых садов и 10 полей, обеспечив работой и пропитанием 178 жителей нашей деревни. И даже немножко потолкаться в своей хибарке в ожидании конца рабочего дня. Можно начинать новый сезон. На этом мы с Расимиром с вами прощаемся. Всем хороших урожаев. Всем пока.